Тема сегодняшней лекции – кватернионы Макфарлейна. В ней я расскажу об альтернативном типе кватернионов, который очень редко, практически никогда не обсуждается в литературе. План лекции будет следующий. Вначале я напомню о свойствах кватернионов Гамильтона и о свойствах векторной алгебры Гибса-Хевисайда. Затем я расскажу о том, что такое кватернионы Макфарлейна, и об их связи с матрицами Паули и матрицами Дирака. Итак, кватернионы Гамильтона. Кватернион был открыт Вильямом Гамильтоном в 1843 году. Кватернион представляет из себя четырехкомпонентную величину, которая символически записывается в виде вот такой суммы. При этом Q0 называют скалярной частью кватерниона. Значит, А1, А2 это 1, А2, А3 это базис кватерниона. И сумма вот этих Q1, Q2, Q3 это является векторной частью кватерниона. Значит, базисные элементы А1, А2, А3 имеют специфические правила умножения, а именно квадрат базисных элементов равен минус единице. Умножение одного из элементов на другой дает нам третий элемент. При этом умножение антикоммутативное. При перестановке сомножителей меняется знак произведения. Все эти правила умножения можно легко запомнить с помощью вот такой мнемонической диаграммы. При обходе этой диаграммы по часовой стрелке мы получаем произведение со знаком плюс, а при обходе против часовой стрелки получаем произведение со знаком минус. Например, А1 умножить на А2 будет А3, А3 умножить на 1 будет А2, однако А2 умножить на 1 будет минус А3, и точно так же А3 умножить на А2 будет минус А1. Также эти правила можно представить в удобном виде с помощью таблицы, у которой на диагонали расположена минус единица, и таблица работает следующим образом. А1 умножить на 1 получается минус 1, А1 умножить на А2 получается А3, А1 умножить на А3 получается минус А2 и так далее. Немного расскажу о свойствах кватернионов. Выделю два из них главных. Во-первых, если два кватерниона равны, это означает, что равны все их компоненты. То есть мы имеем равенство, 4 равенства, где попарно равны компоненты Q0, D0, Q1, D1, Q2, D2 и Q3. Вот это вот свойство позволяет очень в очень компактной форме записывать многие законы физики, уравнения и прочие соотношения. Кроме того, кватернионы можно складывать, вычитать, умножать и делить. Очень важным свойством кватернионов Гамильтона является существование так называемого клиффордовского произведения векторов. Значит, если мы имеем два гамильтоновых вектора, скажем, А и Б, записанные в базисах, тогда, если мы вычислим произведение А на Б, то мы получим следующую величину, согласно вот этим правилам. Если мы введем обычное обозначение векторной алгебры скалярного и векторного произведения, тогда легко увидеть, что произведение А на Б, которое называется клиффордовским произведением, равняется скалярному произведению плюс векторному произведению. Вот это вот свойство очень важное для применения в различных приложениях к физике. Вот. Однако существенным недостатком кватернионов Гамильтона является то, что квадраты базисных элементов отрицательные, и тем самым квадрат любого вектора является отрицательно определенной величиной. Это сильно затрудняет геометрическую интерпретацию векторов в этой алгебре. Для того, чтобы преодолеть этот недостаток, Оливер, Хевисайд и Джазай Гибс предложили модифицировать алгебру кватернионов Гамильтона, а именно, они предложили сделать следующее изменение, что квадраты базисных элементов А1, А2, А3 равняются единице, а свойства произведения А1, А2 остаются теми же самыми. Таким образом, они изменили фактически таблицу умножения, когда А1 на 1 равняется единице, А1 на А2 равняется А3, А1 на 3 равняется минус А2, ну и так далее. Что это дает? Это дает следующее. Поскольку квадраты базисных элементов равняются единице, то их можно интерпретировать как единичные векторы. И тогда в этом базисе единичных векторов вектор А представляет следующие суммы. При этом квадрат вектора будет всегда положительно определенной величиной.
Вот это вот свойство и простота этой алгебры, значит, заслужили ее уважение, так сказать, среди в научных кругах, и теперь векторная алгебра изучается во всех высших учебных заведениях мира. Однако существенным недостатком векторной алгебры является то, что на ней нельзя определить клиффордовского произведения векторов. То есть произведение вектора А на вектор b не равняется сумме скалярного и векторного произведения. Это очень сильно, значит, обрезает возможности этой алгебры. Вот. Теперь в сущности расскажу о кватернионах Макфарлейна. Значит, в 1900 году Александр Макфарлейн предложил следующую модификацию кватернионов Гамильтона. Значит, кватернион Макфарлейна тоже представляет собой четырехкомпонентную величину, однако правила умножения базисных элементов А1, А2, А3, они другие. Он предложил следующие правила, что квадраты базисных элементов равны единице, а вот произведение, скажем, А1 на А2 равняется не А3, как в алгебре Гамильтона, а А3, умноженное на мнимую единицу, где И – это мнимая единица, то есть И квадрат равняется минус 1. Значит, правило умножения базисных элементов в алгебре Макфарлейна можно представить в виде следующей таблицы. В ней, значит, А1 на 1 равняется единице, А1 на 2 равняется И А3, А1 на А3 равняется минус ИА2, ну и так далее. Значит, вот такие свойства умножения базисных элементов позволяют интерпретировать элементы А1, А2, А3 тоже как единичные вектора. Но по сравнению с векторной алгеброй, в этой алгебре, значит, существует клиффордовское произведение векторов. Таким образом, квадрат вектора в этой алгебре всегда положительно определенный, и в этой алгебре всегда существует клиффордовское произведение векторов. Существует очень простая связь между базисными элементами алгебры Макфарлейна и между базисными элементами алгебры Гамильтона. Вот здесь она записана, что базисные элементы Макфарлейна равняется И умножить на базисные элементы алгебры Гамильтона. Удивительно, но не случайно алгебра кватернионов Макфарлейна совпадает с алгеброй матриц Паули. В 1927 году Вольфганг Паули, значит, предложил следующую систему матриц, называемую матрицами Паули. Значит, единичные матрицы и 3 матрицы сигма. Эти матрицы подчиняются точно такой же алгебре, как алгебра кватернионов Макфарлейна. Действительно, квадраты матрицы равны единице, произведение сигма-1 на сигма-2 равняется минус сигма-2 на сигма-1 и равняется И на сигма-3 и так далее. С помощью этой алгебры матриц Вольфганг Паули произвел факторизацию оператора энергии. То есть он представил квадратичную форму энергии в виде произведения двух сомножителей. С этой целью он разложил вектор импульса по базису матриц Паули, и тогда оператор энергии может быть представлен в виде произведения двух вот таких операторов, двух сомножителей. С помощью такой операции ему удалось описать спиновые свойства электрона. Через год Поль Дирак использовал аналогичную алгебру матриц, аналогичные матрицы и так, аналогичную алгебру для факторизации релятивистского оператора энергии. Значит, он использовал матрицы альфа и ро, четырехрядные, которые подчиняются той же самой алгебре, совпадающей с алгеброй кватернионов Макфарлейна. И ему, так сказать, удалось представить вот этот оператор, операторное уравнение, в виде произведения двух операторов, где, значит, оператор импульса был разложен по базису матриц альфа, а весь остальной оператор был разложен по базису матриц ρ1, ρ2, ρ3. Вот этот алгебра кватернионов и Гамильтона, и кватернионов Макфарлейна могут быть положены в основу так называемой пространственно-временной алгебры, на основе которой удается сконструировать уравнения, которые описывают как электромагнитное поле, слабое гравитационное поле, а также применимы в гидродинамике вихревых потоков, в гидродинамике плазмы, в электродинамике сверхпроводников и для описания сильных и слабых взаимодействий.
Об этом, обо всем я постараюсь рассказать в следующих лекциях. В качестве заключения хочу порекомендовать вам книгу «Пространственно-временные сидионы. Их применение в релятивистской квантовой механике теории поля». Значит, авторы Виктор и Сергей Мироновы. Она распространяется свободно через интернет. Вот, можете ее почитать. Там написано о том, что я рассказывал в этой лекции, и о многом другом. Благодарю за внимание. Если у вас возникнут какие-то вопросы или, значит, желание обсудить что-то, вы можете написать мне по вот этому указанному адресу. Вот. Благодарю за внимание.